Приветствую вас на нашем канале Андромеда. И сегодня речь пойдет о транзите Венеры в Раке, который выпадает с 7 июля по 31 июля 2024 года. Венера – планета любви, планета заботы и романтики, творческая планета, проходящая по знаку Рак, приносит потребность любви и понимания, желание иметь семью. Люди становятся более сентиментальными, романтичными, делятся своими чувствами с близкими людьми и наоборот. Могут замыкаться в себе, чтобы побыть наедине, помечтать о любви. Становятся очень чувствительными и иногда даже и глубоко задевает, если кто-то, с кем они поделились, остались равнодушными к их чувствам, или любимый человек не оказывает того внимания, которого от него ждут. Случайная встреча в этот период может перерасти в более тесную связь, только если внутри пробудилось что-то пока неясное, но очень волнующее. В это время, конкретно в этот транзит, люди предпочитают жить мечтами. И то, чего им не хватает в отношениях, они иногда просто придумывают. Но при этом они становятся очень чувствительными к любым изменениям настроения партнера. Но у семейных людей в эти дни появляются особые чувства к семье, к родителям, к близким, к родным. Им хочется сделать что-то приятное любимым людям, подарить подарки, принять подарки. В кругу семьи устраиваются посиделки с душевными разговорами, воспоминаниями о детстве. Члены семьи дали друг другу подарки, оказывают другие знаки внимания. Хорошо еще в этот период принимать гостей, так как люди в это время настроены доброжелательно, искренне с теми, кому доверяют. Это очень благоприятное время для помолвки или свадьбы. Но, конечно же, есть и негативные аспекты. Обычно они дают плохое настроение человеку, которое может даже часто срываться на членах семьи. Человеку кажется, что его все бросили, забыли, стараются задеть или обидеть. Если этого нет, то человек может даже это придумать, чтобы было над чем подстрадать. Но это все, конечно, индивидуально, все зависит от того, как планеты расположены на вашей натальной карте. Также могут выйти на поверхность старые обиды, даже те, которые, казалось бы, уже давно забыты, но они могут выйти. Человек может вызывать близких на скандал с подсознательной целью, чтобы на него обратили внимание, либо пожалели. Что еще возможно при негативном исходе? Это капризы, истерики, беспричинные слезы, горькие воспоминания. Если такое есть, значит, вам действительно нужно поработать со своей Венерой и принести ей благо. Человек начинает заедать эти даже переживания и может есть вообще все без разбора, не в силах насытиться. От этого могут возникать и чувство давления, тошнота, желудочные колики, диарея и так далее. Позаботьтесь о себе, если вы заметите за собой такие признаки в этом периоде. А сейчас давайте перейдем к прогнозу по восходящим знакам ведической астрологии. Итак, Овен. Венера будет проходить через ваш 4-й дом гороскопа. Это говорит о том, что вам необходимо сблизиться с вашими родителями, с вашими близкими, членами вашей семьи, поехать в то место, где вы родились, посетить вашу родину, пообщаться с родными, напитаться этой энергией. И тогда вы почувствуете себя сбалансированным. Это вас перезагрузит, даст вам новый глоток свежего воздуха, в котором вы нуждаетесь. Телец. У Тельца Венера будет в 3-м доме гороскопа. И что это говорит нам? Ваша семья является теми людьми, которые смогут вас сориентировать. Они смогут дать нужный совет, правильный совет. Будет именно вербальная поддержка, общение по телефону или дистанционно, через интернет, получение писем, возможно, даже.
Эти письма и вообще это вербальное общение будет вам необходимо от семьи как воздух. Даже если вы самостоятельная, независимая личность, то в период действия транзита Венера вот на ваш третий дом гороскопа можете смело доверять советам ваших родных, ваших близких, вашему окружению, даже соседям, в том случае, если вы с ними очень хорошо коммуницируете. Близнецы. Близнецы. Венера попадает во второй дом вашего гороскопа. Ситуация будет касаться вашего финансового положения. Потому что второй дом – это финансы, это деньги, это ресурсы, ценность, собственность человека, его личные персональные средства, такие как зарплата, доходы, которые вы имеете. Венера здесь может сработать двумя разными способами. Первое – это вы будете тратить деньги на свою семью, покупать родным, родителям подарки. Либо вы станете тем человеком, который будет принимать подарки, принимать дары, блага, исходящие от членов вашей семьи в вашу сторону. Возможно, увеличение дохода по работе. Возможно, вам выпишут премию, на которую вы даже не рассчитывали. Вы будете желать совершать покупки. И даже Меркурий в период с 29 июня по 19 июля, также в Раке, он будет вам еще и помогать в этом. Он будет, получается, как бы благотворительно к этому относиться, с благом. Рак. Для рака, конечно же, это первый дом гороскопа. В это время, когда Венера в раке будет в первом доме гороскопа, это ваша личность, вы будете чувствовать себя человеком, который будет собирать вокруг себя членов вашей семьи. Вы будете инициатором встреч с вашими родными, с вашими родителями. Будете понимать, что чем сплоченнее ваша семья в данный период, тем счастливее будете вы. Будете либо сами приглашать в гости свою семью, либо сами ездить в гости к своим родственникам. И все это способствует сплочению вашей семьи и счастливому вашему внутреннему состоянию, вашему развитию. Лев. Венера в раке у льва попадает в 12-й дом гороскопа. И это говорит о том, что, скорее всего, вы захотите уехать в это время. И чем дальше от своего привычного места жительства, места пребывания, тем лучше это для вас. Потому что 12-й дом – это что-то удаленное. Это, возможно, даже какой-то остров, малонаселенный пункт. Это будет дальняя поездка для вас. Если вы мужчина с таким положением, то ваша женщина на время действия данного транзита, скорее всего, покинет вас на время, и вы будете общаться дистанционно, либо по телефону. Возможно, покупка путевки в дом отдыха, в пансионат, санаторий, где вы укрепите свое здоровье. Дева. Венера в вашем гороскопе будет проходить по 11-му дому. Венера в раке в этом положении дает гармонизацию в отношениях с приятелями, с подругами. Вы вызываете симпатию ваших друзей в этот период. Они будут стремиться разделять с вами ваши взгляды, быть рядом с вами, питаться теми идеями, которые вы будете доносить, будут обращаться к вам за советом. И ваши общие интересы с друзьями будут приносить вам удовольствие. Возможно, будут и новые знакомства, новые друзья. Ваше хобби будет стремительно развиваться и идти вперед. И следует обратить на это внимание. То, чем вам нравится заниматься, обязательно развивайте это конкретно в период действия транзита Венеры в раке. Весы. Венера попадает в 10-й дом вашего гороскопа и отвечает вообще 10-й дом – это начальство, руководство, госорганы, карьерные достижения. И Венера в данный период в раке сработает таким образом, что вы сможете
улучшить свое положение на работе, в карьере. Вам могут предложить должность выше. Возможно, даже вы будете подписывать новые договора, которые дадут вам повышение в карьере. Вас могут наградить премиями в это время. К вам будут благосклонно относиться начальство и руководство. И, конечно же, будет улучшаться отношения и с начальством, и с руководством, и с отцом. Скорпион. Венера попадает в 9-й дом вашего гороскопа. Может повлечь за собой путешествие, либо желание путешествовать. Возможно, состоится в этот период поездка за границу. Или вы поедете в какой-то город вашей страны, но он будет достаточно дальним, где вы будете использовать самолет или поезд. То есть будете долго добираться. Эта поездка не должна быть одиночной. Обязательно возьмите с собой любимых людей. И вообще, чем больше людей будет рядом с вами в этот период, в эту поездку, тем счастливее и полноценнее для вас будет проходить этот путь, этот транзит. Также 9-й дом гороскопа, он имеет отношение к нашему духовному росту, к нашему преобразованию, к нашему изменению нашего мировоззрения. В это время стоит заняться йогой, чтением мантры, либо специальной литературы, психологической, философской. И обязательно практикуйте духовные практики. Стрелец. 8-й дом гороскопа. Вот куда попадает Венера в вашем гороскопе. Получается, в Раке, она будет в 8-м доме. Сам по себе 8-й дом является непростым. Он отвечает где-то за стрессы, за кризисы, за опасные ситуации, за наследство. И за то даже, что заставляет нас глубоко что-то пережить, вовлечься в какие-то процессы очень глубоко. Оккультные науки также за это отвечает 8-й дом. Вы можете увлечься изучением эзотерики в этот период. Но этот период, Венера, она поможет вам, поможет пройти сложности, поможет пройти трудности, которые могут появиться на вашем пути. И решить вы их сможете при помощи обращения к семье. Кто-то будет нуждаться в вашей помощи, слушайте семью в данном случае. Они вам могут помочь, они вам могут посоветовать, выбрать то или иное направление в сложной определенной для вас ситуации. А вообще стоит заняться в этот период изучением каких-то наук, как астрология, которая может повлечь за собой даже изменение вашего состояния внутреннего. Козерог. Венера в Раке попадает в 7-й дом гороскопа, транзит Венеры в знаке Рак. Венера, она управитель вообще 7-го дома. 7-й дом принадлежит брачному партнеру, если у вас есть супруг или супруга, либо деловому партнеру, если вы не в браке. И попадая в 7-й дом вашего гороскопа, Венера будет улучшать ваши взаимоотношения с избранником или избранницей. Будет абсолютная взаимность чувств в этот период в вашей супружеской паре, в вашей семейной паре. Ваш избранник будет одаривать вас таким количеством внимания, которое будет полностью восполнять вашу потребность в этом. Вы будете видеть, и вам будет понятно, что ваш избранник по-настоящему вас любит, ценит, уважает, получает удовольствие, находясь рядом с вами в паре. Ощущение будет, как будто вы в каком-то медовом месяце, такой прилив чувств, прилив эмоций будет в этот период. Если вы свободный человек, не в браке, у вас нет
второй половинки, то вас порадуют деловые партнеры, возможно, дополнительные какие-то финансовые вливания в ваш бизнес на работе, возможно, открытие какого-то бизнеса, о котором вы давно думаете, давно планируете, и это позволит укрепить вашу связь с деловыми партнерами. Возможно, раньше вы уже о чем-то договаривались, сейчас стоит эту связь укрепить в этот транзит. Водолей. Венера в Раке, транзит Венеры в Раке попадает у вас в дом 6. Ну что ж, дом 6 символизирует работу. Будет очень сильная потребность в отдыхе, но вы будете работать. Будете работать за двоих, за троих, очень интенсивно. Но работа не будет вас утруждать. Вы будете получать удовольствие в том роде деятельности, в котором вы заняты. Будете понимать, что заняты правильным делом, что вы специалист в своей области. И все коллеги, все окружающие будут оценивать вот этот ваш высокий профессионализм, трудоголизм. Ну, если вы не работаете по какой-то причине, то этот транзит, он простимулирует вас посетить врача, либо вам это необходимо сделать, проконсультироваться для профилактики, например, пройти курс массажа, гомеопатии, позаботиться о своем здоровье в этот период. Обязательно вас этот транзит простимулирует. Ну и завершаем наш прогноз знаком Рыбы. Венера у вас попадает в 5 дом гороскопа. Это всегда про любовь. Это про чувства, это про влюбленность, про творчество, инвестиции даже, которые про романтику, да, которые могут внезапно на вас нахлынуть, эти чувства. Например, любовь с первого взгляда. И вот долгосрочные отношения, да, например, в семье, Венера в 5 доме, она поможет всколыхнуть чувства, она поможет появиться ощущению, что ваш любимый человек очень вами заинтересован, очень страстен, по-новому на вас смотрит. Вы будете чувствовать, что вы ему очень нужны, или ему, или ей. Также очень благоприятен транзит для взаимодействия с детками вашими. Вы готовы им больше времени уделять, заботиться, больше внимания уделять. Возможно, будет совместное путешествие, что очень рекомендуется в этот транзит. Отпуск с детьми. И это будет лучшее решение для вас, для сближения. Ну что ж, на этом мы завершаем наш прогноз по такому прекрасному транзиту, который будет идти с 7 июля по 31 июля. Я благодарю вас за то, что вы прослушали этот прогноз. И будет очень приятно увидеть вас на нашем канале в Телеграме. Ссылка будет в комментариях. С вами была Куликова Лидия. Обнимаю всех, желаю всем благ и мира. Пока-пока, до скорых встреч!